Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про потолочный светильник E-Light 450. И в принципе этот обзор будет актуален для владельцев светильников E-Light 480, так как отличия этих светильников весьма небольшие. Эта люстра – представитель умных светильников от E-Light, которая полностью совместима с экосистемой Midea умного дома Xiaomi. Светильник имеет радиус 450 мм, что и указано в его маркировке. Электрическая мощность до 32 Вт. Диапазон световых температур от 2700 до 6000 Кельвина. Срок жизни диодов 25 тысяч часов. Светильник оборудован беспроводными интерфейсами Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. В приложении Mi Home светильник также выполняет роль Bluetooth шлюза. Приехала люстра в квадратной посылке с длиной стороны 55 см. Картонная коробка при пересылке практически не пострадала, полиграфии на ней минимум. На верхнем торце коробки ручка для переноски. На задней стороне перечень основных технических характеристик, почти все на китайском, что говорит о ориентации на внутренний рынок. Упаковка сделана на совесть. Со стороны плафона пенопластовая защита на всю площадь коробки. С задней стороны картонные втулки. За сохранность люстры можно быть спокойным. В базовый комплект входит Bluetooth пульт управления и комплект крепежа. Я выбрал вариант со звездным плафоном, так как имеется перед глазами такой плафон на 650 версии, поэтому вопрос выбора уже не стоит. Крепление стандартизировано, такое же, как для всех потолочных светильников E-Light. Металлическая подошва, которая крепится на потолок и имеет контактную площадку для люстры. Люстра устанавливается и закрепляется при помощи двух боковых защелок. Диаметр не такой большой, поэтому пенопластовых вставок, как у 650 версии, не прилагается. После первого включения люстра обнаруживается приложением Mi Home, и по отработанной схеме мастера подключения добавляем устройство в систему. Плагин управления хорошо знакомый. На главном экране основные элементы управления. Включить. В режиме солнечного и лунного света меню избранное. В меню избранное 8 предустановленных сцен. Горячо любимый многими восход, под который так легко просыпаться. Закат, теплая сцена для чаепития, яркий режим чтения, приглушенный режим просмотра вечернего фильма, режим с максимальным CRI для точной цветопередачи, Flash Notify, в этом режиме люстра трижды мерцает, и наконец романтический режим горящей свечи. Сразу же после добавления светильника по воздуху прилетела новая версия прошивки, которая добавила режим Bluetooth шлюза. Меню дает доступ к настройкам устройства, расписанию задач, сценариям и общим установкам. В настройках устройства можно настроить работу ночника, пульта управления, состояние по умолчанию и смарт-браслет. Состояние по умолчанию нужно тем, кто использует обычный выключатель и обесточивает люстру. Один раз сохранив текущее состояние, вы будете получать его при включении люстры. А если вы обладатель браслета из серии Mi Band, то можете связать его с люстрой на такие задачи, как автоматическое отключение при уходе из комнаты или при засыпании. Комплектный пульт управления привязывается к люстре. Для этого после включения люстры надо зажать на пульте кнопки M и OFF. Можно управлять и виртуальным пультом с экрана смартфона. Общие настройки дают доступ к меню смены названия, общего доступа, смены расположения имеется в виду комнаты, проверки прошивки, удалению, добавлению ярлыка. Люстра является Bluetooth шлюзом, что позволяет удаленно взаимодействовать с Bluetooth устройствами умного дома. Сценарий, а люстра может работать только как действие, в оригинальном приложении на китайском языке. Однако, если вы установите локализированное приложение Mi Home, ссылка на которое будет в описании под видео, все сценарии будут на русском языке. Нужно только выбрать русский в настройках Mi Home. Родное приложение E-Light от производителя большинством функций повторяет Mi Home. Включение, выключение, запуск сцен, объединение в группы для синхронного управления. Но есть пара очень полезных и только в нем имеющихся функций. Во-первых, это включение режима управления по локальной сети. После активации этого режима устройством можно управлять напрямую, что дает возможность подключать его к альтернативным системам умного дома. Есть еще одна полезная функция для тех, кто управляет люстрой логически. Это опция автоматического включения люстры при возобновлении питания. Очевидно, что для чисто логического управления лучше ее отключить. После активации режима управления в локальной сети люстру подхватывает система Domotics, если, конечно, в перечень его оборудования добавлен E-Light.
Люстру можно добавить как переключатель и управлять ею напрямую, либо при помощи скриптов. Я предпочитаю именно так. Например, этот скрипт включает люстру с заданной цветовой температурой в 4000 К и яркостью 100%, а этот с яркостью в 60%. Это удобно. Вы точно знаете, в каком режиме включится лампа. А этот скрипт, который отключает люстру. Естественно, что все эти команды работают совершенно независимо от того, есть интернет в данный момент, либо нет. Для удобства управления можно создать виртуальный селектор или переключатель, который будет активировать тот или иной скрипт. Сейчас мы проведем сравнение с светильником 650 серии, который также имеет звездный плафон, для того, чтобы у нас эксперимент был абсолютно одинаковый. Сейчас включен режим дрессинг, который имеет максимальный индекс цветопередачи 95, и при этом освещении на расстоянии примерно метра от пола, а светильник висит на высоте 2,70, яркость показывает люксометр 490 люкс. Теперь давайте замеряем светильник 450 версии. Фокус-покус, вот у нас уже и наш герой обзора установлен на место 650 люстры. Светит он тоже ярко, но при этом немножко яркости меньше, что и следовало ожидать. Уровень при точно таких же условиях на этом же самом люксометре 354 люкса. Ну, естественно, чего и следовало ожидать от менее мощной лампы. А заменять мне надлежит вот этот вот квадратный неяркий светильник, который дает при полном свете, у него всего один единственный режим, всего лишь 64 люкса. Давайте попробуем его заменить и посмотрим, в какую сторону улучшится наша яркость. Первый этап снятия плафона. Как вы видите, в светильнике находятся 4 светодиодные лампочки. Управляется он при помощи накладного реле Wi-Fi Broadlink. Все работает через Domotics. Но надо сказать, что скорость срабатывания иногда запаздывает и составляет иногда там 5-7 секунд, что не есть очень хорошо. Буквально 10 минут работы, можно использовать те же самые отверстия на потолке, и светильник установлен. Визуально сразу видно, что яркость гораздо выше. При замере в тех же условиях мы получаем результат 374 люкса. Как видим, многократно яркость выросла, но это и видно невооруженным взглядом. Давайте посмотрим, как ведет себя светильник в различных схемах. Это схема Солнца. Есть стандартная вторая схема Луна. Вот он практически не светит. Это будет видно только при полной темноте. Возвращаем, идем в меню Favorites, режим время чая. Такой слегка приглушенный. Чтение. Идет больше в желтый спектр. Ночной просмотр фильма чуть-чуть ярче, чем режим Луна. Режим дрессинг. Здесь у нас индекс цветопередачи максимальный до 95. И Flash Notify. Можно ставить на какие-то алармы, потом возвращается в текущий режим. И свеча, такой дрожащий, меняющий яркость свет. Так, переходим в режим сам и давайте настройки, ручными настройками минимальная яркость. Цветовая температура от желтой до белой и яркость максимум, вот это максимальный белый свет. Может перейти вот такое нечто нейтральное. Ну, в принципе, все настройки стандартные, такие как и для остальных белых светильников E-Light. Отклик очень быстрый, слушается, скажем так, команду управления практически моментально. Все очень удобно. На этом все. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если вы не хотите пропускать обновления и новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч. Спасибо за внимание.